Книга «Поток». Автор Михай Чиксятмихаи. Глава 1. Основы. Мы становимся по-настоящему счастливыми, лишь когда полностью погружаемся в те мелочи в нашей жизни, которые мы делаем с удовольствием. Это называется оптимальным переживанием. Успеха и счастья нельзя достичь, они приходят сами собой. Например, когда художник чувствует, как краски на холсте заставляют картину ожить и вкладывает всего себя. Не всегда эти моменты могут быть приятными. Например, на финише мышцы спортсмена могут болеть от напряжения, а легкие разрываться от недостатка воздуха. Он может терять сознание от усталости, и тем не менее, это будут лучшие моменты в его жизни. Это происходит, потому что люди занимаются любимым делом. По мере того, как решаются базовые проблемы выживания, быть сытым и иметь удобное жилище становится недостаточным для того, чтобы быть довольным жизнью. Возникают новые потребности и желания. И пока мы не найдем занятие, которое будет приносить нам радость, не будем счастливы. Но обычно происходит так, что человек на протяжении всей жизни откладывает то, чем ему нравится заниматься, на потом, говоря себе, что нужно еще немного поработать на ненавистной им работе. И сами не замечают, как в волосах появляется седина. Лишние килограммы не уходят, неуклонно слабеет зрение, и подступают какие-то странные недомогания. И вы говорите себе: «Погодите, ведь я еще толком и не начинал жить. Где же все предназначенные мне деньги и удовольствия?» Это происходит, потому что с самого раннего детства нам внушают, что усвоенные с ранних лет хорошие привычки помогут нам добиться благосостояния в будущем. Учителя убеждают студентов, что польза от скучных занятий станет очевидна им после того, как они найдут себе работу. Президент компании советует подчиненным набраться терпения и усердно работать, потому что однажды они получат повышение. В итоге мы все время готовимся к жизни, но никогда не живем. Некоторые воспринимают наши биологические потребности, вкусную еду, выпивку, секс и так далее, именно тем, что им нужно, и не могут контролировать свой порыв к этим потребностям. Питание, сон, отдых и секс сами по себе не приносят счастья. Эти процессы не способствуют психологическому росту и усложнению нашей личности. Они просто удовлетворяют наши ежеминутные потребности. Для переживания радости характерно именно это движение вперед, чувство новизны и ощущение достижения. Радость приносит, например, напряженная игра в теннис, или чтение книги, предлагающей неожиданный взгляд на вещи, или разговор, в котором мы вдруг высказываем новые для себя идеи. После этих событий мы чувствуем, что в нас что-то переменилось, что наше «я» выросло и стало более сложным. Этот процесс можно легко наблюдать в ребенке. Первые несколько лет жизни каждый малыш представляет собой маленькую обучающуюся машину. Он ежедневно осваивает новые движения и говорит новые слова. Выражение глубокой сосредоточенности на его лице явно свидетельствует о величайшей радости, испытываемой им в процессе обучения. И каждый новый навык, каждая частица нового знания делает его развивающуюся личность еще более сложной. В школе же учение становится навязанной извне обязанностью, и радостное возбуждение от овладения новыми навыками ослабевает. Войти в состояние потока могут помочь другие сервисы. Например, WhatsApp, Telegram, звонки, e-mail, ВК и даже чат на Авито. Сегодня так много коммуникаций, так как вам контролировать все? Слышали ли вы когда-нибудь о омниканальных коммуникациях? Это когда абсолютно все каналы собраны в одном едином окне. На данный момент для бизнеса это стало новым восходящим трендом в мире коммуникаций с клиентами. Эффективность сотрудников повышается, а вы получаете полный контроль над происходящим в бизнесе. Флагман омниканальных систем для бизнеса – это компания UIS. Удобный интерфейс, качественная поддержка, а также соотношение цены и качества принесли им наивысшую оценку на Яндексе в данном сегменте. Попробуй ты. Переходи по ссылке в описании или QR-коду, чтобы протестировать платформу бесплатно и получить 1000 рублей на бонусный счет при активации. За наше внимание отвечает наше внутреннее «я». «Я» охватывает все фрагменты информации в нашем сознании. Все воспоминания, действия, желания и переживания счастья и боли. Именно «я» наилучшим образом отражает иерархию мотивов человека. Сознание представляет собой не линейную систему, а систему с циклическими причинными связями. Внимание формирует личность, а личность направляет внимание.
Например, у молодого человека не было каких бы то ни было долгосрочных целей. Он стремился к тому же, что и все мальчики его возраста. Отчасти из-за генетической программы, отчасти потому что так велит общество. Однажды отец взял его на подводную экскурсию. Под водой он обнаружил полный загадок, прекрасный и одновременно опасный мир, очаровавший его настолько, что он решил познакомиться с ним получше. На его сознание повлияло случайное событие – встреча с завораживающей красотой подводной жизни. Изначально он не планировал заниматься этим, но ему так понравилось, что творится на дне океана, что его новый опыт наложился на то, что ему нравилось раньше, на его восприятие красоты и любовь к природе. Благодаря этому у него появилось непреодолимое желание заниматься в этой области, больше узнать об океане, прослушать курс по биологии, поступить в колледж и стать океанологом. Эта структура превратилась в центральный элемент его личности, и с этого момента она направляла его внимание, все больше сосредотачивая его на океане. Круговая причинно-следственная связь замкнулась. Сначала он случайно обратил внимание на красоту подводного мира, и это повлияло на его личность. В дальнейшем, когда он уже целенаправленно получал знания по морской биологии, уже его внутренняя структура целей воздействовала на внимание. Но бывает так, что какая-то посторонняя мысль вклинивается в эту связь, и мы не можем ни на чем сосредоточиться. Причем для одних скучные занятия, для других могут вызывать радость и интерес. Например, работа на фабрике, на конвейере, где нужно выполнять однотипные действия. Одним людям может показаться скучной и однообразной, но для Рика она приносила удовольствие. Он относился к своей задаче как спортсмен к соревнованиям, то есть постоянно пытался побить свой же рекорд. Он оттачивал каждое свое движение. Несмотря на то, что он не прочь получить премию за хорошую работу, в большинстве случаев он работает в таком темпе, потому что ему это нравится. Параллельно он проходил курсы по электронике, чтобы как только он достигнет предела, он смог найти более сложную работу и совершенствоваться дальше. А Пэм, будучи юристом, может часами сидеть в библиотеке, изучая литературу и анализируя возможные варианты развития дела. Иногда работа поглощает ее настолько, что она забывает пообедать и понимает, что голодна только под вечер. Такие состояния называются состоянием потока. Если человек способен так организовать свое сознание, чтобы состояние потока возникало как можно чаще, качество его жизни начнет улучшаться, так как даже самые скучные занятия приобретут смысл и начнут приносить радость. Глава 2. Условия потока. Вам нужно научиться даже в самых скучных моментах повседневной жизни находить возможности для личного роста. Для этого вам следует придерживаться 8 правил. Во-первых, задача, которую ставит себе человек, должна быть для него посильной. Например, если он умеет читать, сопереживать персонажам, предугадывать сюжетные повороты, то прочтение интересной книги принесет ему радость. И напротив, если человек застенчивый, то общение слишком сложное для него занятие. Если индивид не обладает соответствующими навыками, задача будет ему неинтересна и просто бессмысленна. Расстановка фигур на шахматной доске заставит биться чаще сердце шахматиста, но оставит равнодушным того, кто не знает правил этой игры. Простейший способ сделать любое занятие интересным состоит в том, чтобы придать ему характер соревнования. При этом состязание приносит наслаждение лишь до тех пор, пока вы стремитесь улучшить свои навыки. Если вы хотите просто победить соперника, радость исчезает. Таким образом, стрижка газона или ожидания в приемной стоматолога также могут приносить радость, если внести в эти занятия цели, правила и другие элементы, которые способствуют возникновению состояния потока. При этом, чем бы ни занимался субъект, его способности должны соответствовать сложности стоящей перед ним задачи. Игра в теннис, например, приносит радость, только если оба ее участника имеют одинаковый уровень. Иначе менее опытный игрок будет нервничать, а более опытный – страдать от скуки. Таким образом, что-то легкое наскучит вам, а что-то сложное заведет в тупик. Во-вторых, человек должен иметь возможность сосредоточиться. Решение задачи должно полностью поглощать все его внимание. Танцовщицы, скалолазы и художники, работающие в таком состоянии, говорят, что мысли перестают блуждать. Они не думают ни о чем другом и полностью поглощены тем, что делают, отчего их деятельность становится почти автоматической. Концентрация становится такой же естественной, как и дыхание. Ты не думаешь о ней. Даже если в зале вдруг обвалится потолок и не заденет тебя, ты этого даже не заметишь.
Хотя состояние потока кажется спонтанным и не требующим никаких усилий, на самом деле это совсем не так. Оно часто сопряжено с большим физическим напряжением или высокой умственной концентрацией. В-третьих и в-четвертых, у человека должны быть ясные цели, и он должен немедленно получить обратную связь. Например, игрок в теннис всегда знает, что ему делать. Он должен отбивать мяч на сторону противника, и после каждого удара по мячу он понимает, насколько удачно справился. У скалолаза цель подняться на вершину, и каждый шаг приближает его к цели. Но опять же, поставленная цель должна соответствовать вашим навыкам. Слишком легкая цель не принесет особой радости. Некоторые занятия требуют довольно длительного времени, прежде чем удастся увидеть плоды своих трудов. Тем не менее, и для них важно наличие ясных целей и обратной связи. Например, композитор или художник не знают, чего они в итоге хотят сотворить, и правильные ли ноты или мазки они делают. В творческих занятиях, когда нет заранее поставленных целей, индивид должен развить в себе ясное представление того, что он собирается сделать. Художнику не обязательно иметь зрительный образ законченной картины, но по мере совершения работы он должен чувствовать, что создает именно то, чего собирался достичь. Ему нужно иметь внутренний критерий хорошего и плохого, чтобы после каждого мазка кистью он мог сказать «да, так и нужно» или «нет, должно быть иначе». Без подобного внутреннего чутья невозможно ощутить состояние потока. Например, хирург получает обратную связь моментально, и он не может себе представить, что получает удовольствие, работая терапевтом или психологом, потому что они никогда не знают наверняка, насколько помогает назначенное ими лечение. Однако психиатр замечает за пациентом манеру держаться, выражение его лица, колебания голоса, содержание материала, обсуждаемого им на сессии и так далее. То есть он тоже, только для него понятным образом, получает обратную связь. Благодаря обратной связи мы понимаем, что у нас получается, и мы достигли своей цели. В-пятых, в процессе человек забывает о повседневных тревогах и проблемах. Благодаря концентрации в сознании просто не остается места для незначимой в данный момент информации. Например, скалолазы говорят, что не могут думать более чем на 5 минут вперед, так как их деятельность связана с сильной концентрацией. А баскетболист говорит, что как только звучит свисток, он тут же забывает о ссоре с девушкой, разбитой машине и так далее. Перед ним только площадка. В-шестых, занятия, приносящие радость, позволяют человеку ощущать контроль над своими действиями. Если человек хорош в чем-то, будь то игры, танцы и так далее, он будет понимать, к чему приведут конкретные действия. И такие занятия настолько погружают в себя, что человек забывает о беспорядке в настоящей жизни. При этом почти любое занятие, приносящее радость, может вызывать зависимость. В том смысле, что оно становится не сознательным выбором, а необходимостью, отвлекающей человека от других дел. Например, хирурги говорят, что операции могут вызывать такую же сильную зависимость, как героин. Иногда человек настолько впадает в зависимость от ощущения владения ситуацией, что уже не может уделять достаточного внимания другим делам. В-седьмых, автоматические действия. Один из альпинистов сказал следующее. Вначале ты осознаешь процесс подъема, но затем движения становятся автоматическими, и ты о них даже не задумываешься. Каким-то образом ты совершаешь правильные действия, даже не думая о них, они просто совершаются. При этом ты очень сосредоточен. Излишняя сосредоточенность на себе требует много психической энергии, поскольку в повседневной жизни мы часто сталкиваемся с различными угрозами. Например, если на улице вы заметите, как люди начинают смотреть на вас с ухмылками, у вас возникает беспокойство. Что-то не так? Я выгляжу смешно? Я, может, как-то не так иду или у меня грязное лицо? Ежедневно мы сотни раз получаем напоминания об уязвимости нашего «я». И каждый раз на восстановление порядка в сознании расходуется психическая энергия. А в состоянии потока нет места для подобного самоанализа. Человек не думает, как он что-то делает, что подумают о нем остальные. Он просто делает. Человек становится частью этого занятия. Но опять же, это происходит, если человеку нравится то, чем он занимается, и занятие не слишком легкое или сложное. И в-восьмых, изменяется восприятие течения времени. Часы превращаются в минуты, или минуты превращаются в часы. Например, художник может не заметить, как прошло несколько часов. А по словам балерины, трудный прыжок, в реальности занимающий меньше секунды, субъективно растягивается на несколько минут.
Иногда мы начинаем получать удовольствие от занятий, которые поначалу были навязаны нам против нашей воли. Но большинство детей бросают навязанные им родителями занятия, так и не научившись видеть скрытые в них возможности. Игры можно разделить на 4 класса. Первый – соревновательные. Здесь человеку нужно совершенствовать определенные навыки, чтобы превзойти соперника. Второй – игры случая. Сюда можно отнести лото или игры в кости. Они доставляют удовольствие, поскольку создают у человека иллюзию возможности влиять на ход будущих событий. Гадание тоже можно отнести в этот класс. Третий – головокружительные. Это игры, нарушающие наше нормальное восприятие, такие как катание на аттракционах или прыжки с парашютом. В-четвертых, мимикрия. Это занятия, создающие альтернативную реальность, такие как театр, танец и искусство в целом. Они позволяют нам посредством фантазии, подражания и маскировки изменить свою индивидуальность. Есть люди, которые из всех занятий делают своего рода игру. И даже в трудных жизненных ситуациях люди выживают, потому что смогли превратить объективно опасные и угнетающие обстоятельства в контролируемый субъективный опыт. Эти люди вели себя так, как будто находились в состоянии потока. Во-первых, они очень внимательно изучали мельчайшие детали окружающей их обстановки, пытаясь обнаружить скрытые возможности для действия. Важно и то, что они ставили перед собой цели, достижимые в данной экстремальной ситуации, а также тщательно отслеживали свое продвижение вперед, ориентируясь на получаемую ими обратную связь. Во-вторых, достигнув цели, они повышали ставки, усложняя себе задачи. Так человек, попавший в тюрьму, взял те немногие предметы, что были у него в распоряжении, и начал изучать их. Он задавал себе множество вопросов. Работает ли это? Как? Кто это сделал? И из чего? Когда и где я видел нечто подобное? О чем эта вещь еще напоминает мне? И так далее. Таким образом, мы запускаем поток комбинаций и ассоциаций, рождающийся в нашем уме. Затем он задался целью обмерить свою кровать, чтобы сравнить ее со школьными или армейскими кроватями. Разобравшись с ней, он занялся исследованием одеяла, пытаясь оценить его теплоизолирующую способность. После этого он изучил механику запоров своей камеры, особенности унитаза, вычислил размеры камеры, ее пространственное положение и так далее. Вы также можете играть в шахматы с воображаемым противником, вести мысленные диалоги со знаменитыми людьми, делать гимнастику, сочинять поэмы и многое другое. Все это поможет вам погрузиться в это занятие и отвлечься от реальной жизни. Помните, в своем воображении вы свободны. Глава 3. Создание смысла. Вам нужно наделить свою жизнь смыслом, то есть поставить перед собой довольно сложную цель, которой вы будете добиваться всю свою жизнь. Из этой цели будут следовать дополнительные цели, которые будут мотивировать вас направлять всю свою энергию на развитие навыков, необходимых для достижения всех этих целей. Этот шаг подразумевает превращение всей жизни в одно потоковое переживание. Такой задачей может стать желание иметь лучшую коллекцию чего-либо, открыть лекарство от рака или просто биологическая потребность иметь детей. Если цель действительно увлекает человека, предлагает ему ясные правила игры и требует концентрации и вовлеченности, смысл жизни можно считать найденным. Но поставить себе единую цель еще недостаточно. Нужно постоянно двигаться вперед и повышать уровень сложности решаемых задач. К цели необходимо идти. Намерения должны притворяться в действие. В книге вы можете найти довольно много дополнительной информации о потоке. Например, в каких культурах люди входят в состояние потока чаще. Почему одни люди могут входить в это состояние, а другие нет? Как на это влияет семья и особенности нервной системы? Какие физические или умственные занятия вы можете внедрить в свою жизнь, чтобы получать от нее радость? И много-много других тем. Люди изучают такие книги не за день или два, а месяцами. Поэтому, если базовая информация показалась вам интересной, то смело покупайте данную книгу. А на этом данная книга подходит к концу. Подписывайся на канал, ставь лайк, нажимай на колокольчик и оставляй в комментариях свое мнение о данной книге. Пока!